Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии совокупные экономические потери за последние годы приблизились к триллиону евро. Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен называют эту сумму критической для Германии и Европы. Сейчас немецкая экономика теряет добавленную стоимость, а экспортные отрасли сталкиваются с давлением внешних рынков. И это еще не все. Сегодня в Германии приток мигрантов больше не компенсирует сокращение числа работников. Инженеры, медсестры и технические специалисты уезжают в другие страны Европы. Заводы, больницы, строительные компании теряют кадры. Когда это все прекратится? И напоследок, сейчас в немецких супермаркетах размер упаковки все чаще не совпадает с выгодной покупкой. Пенсионеры в Германии ориентируются на объем пачки и переплачивают за базовые продукты, хотя магазины используют форму и дизайн тары без нарушения закона. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии за последние годы экономические потери выросли до беспрецедентного уровня. Канцлер Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен все чаще называют сумму, которая сопоставима с годовым бюджетом страны. По подсчетам Института немецкой экономики, совокупные убытки Германии с 2020 года составили, внимание, около 940 миллиардов евро, что намного превышает потери от предыдущих кризисов, таких, например, как стагнация начала 2000-х или тот же финансовый кризис 2008-2009 годов. Мы с вами о причинах этих потерь можем догадываться. Это пандемия COVID-19, геополитическая нестабильность в Восточной Европе и связанные с ней перебои в цепочках поставок, рост цен на энергоносители, а затем ужесточение торговой политики Соединенных Штатов Америки с введением новых пошлин за последний год. За такой огромной суммой убытков стоят реальные последствия для бюджета и рынка труда Германии. Например, 53-летний производственник Мартин из Дортмунда говорит, что его предприятие в 2025 году не стало расширять производство, потому что на долю прошлогодних потерь повлияло снижение спроса на немецкую продукцию за рубежом. Вместо инвестиций компания оставляет прибыль в резерве, что, соответственно, снижает налоговые поступления. Другой пример – это 40-летняя Лена из Гамбурга, бухгалтер в экспортной фирме. Она отмечает, что многие немецкие заказчики стали отказываться от долговременных контрактов с зарубежными партнерами из-за неопределенности на рынках. Это приводит к замедлению оборотов, уменьшению рабочих часов и, соответственно, сокращению премий для сотрудников. Поэтому такие огромные потери почти в триллион евро – это снижение добавленной стоимости всей экономики Германии. По оценке института, каждый занятый в стране, внимание, потерял более 20 тысяч евро добавленной стоимости за последний год. И еще, совокупные убытки достигают такой суммы не только из-за пандемии и международной нестабильности, но, как я сказал, и из-за торговых разногласий. Четверть всех потерь Институт немецкой экономики относит к 2025 году, когда введенные пошлины и тарифы заметно ослабили экспорт, особенно в авиационных и машиностроительных отраслях. Таким образом, мы с вами видим, что для Германии нынешнее десятилетие стало самым дорогостоящим в немецкой экономике за всю ее историю. И, наверное, единственным выходом на сегодня, если Германия хочет восстановить свои позиции, должна быть стабилизация торговых отношений, сокращение зависимости от внешних шоков и переход на устойчивые источники энергии, но это уже вопросы на годы вперед. Следующая новость, одна из самых важных. Сегодня в Германии приток мигрантов продолжает сохраняться. Но, согласно последней статистике, он уже не способен компенсировать сокращение рабочих рук. Количество трудоспособного населения снижается, а демографический перекос, наоборот, усиливается, то есть растет доля пенсионеров, а вот молодых специалистов, наоборот, не хватает. Сейчас нехватка кадров уже ощущается в промышленности, IT, здравоохранении и строительстве. Последние 2 года часто уезжают именно те, кто имеет востребованную квалификацию – инженеры, врачи, айтишники, специалисты среднего звена. Например, 33-летний инженер Давид из Франкфурта, проработавший 5 лет на заводе по сборке электромоторов, принял предложение из Дании. Там его зарплата на 25% выше, график понятный, а налоги меньше. А со временем этот завод в Германии вынужден был и перераспределять проекты, и сократить темпы производства. Другой пример – 31-летняя медсестра Сабрина из Ганновера. После нескольких работ в городской больнице она решила переехать в Нидерланды. Там условия лучше, переработок меньше, а социальный пакет выгоднее. В ее отделении осталась вакансия, которую теперь закрыть сложно. И таких новых вакансий много появляется, особенно в маленьких городах. Фридрих Мерц в недавнем выступлении согласился, что на сегодняшний день приток мигрантов больше не компенсирует отток квалифицированных работников.
Он призвал партнеров по коалиции быстрее прийти к соглашению по новой реформе и к изменениям в налоговой, жилищной и образовательной политике, чтобы удержать специалистов внутри страны. Урсула фон дер Ляйен в декабре уже поднимала этот вопрос и заявила, что конкуренция за квалифицированных работников внутри Европы усиливается, и Германия, как экономический тяжеловес, сейчас теряет позиции. Другие страны активно привлекают специалистов через льготы, программы адаптации и более гибкие условия работы. В результате Германия сталкивается с тяжелой ситуацией, когда мигранты есть, но число доступных для работы рук все равно сокращается. И напомню вам, что это создает давление на пенсионную систему, социальные фонды и на рост экономики. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сейчас в Германии пенсионеры сталкиваются с тем, что упаковка товара создает впечатление больших объемов, хотя фактически продукт в середине не меняется, то есть масса остается прежней. Сразу скажу, что это законно, но на практике приводит к незаметным переплатам, особенно для пенсионеров и тех, кто считает каждую копейку и планирует бюджет тщательно. То есть ситуация становится сложной, когда визуальное восприятие стоимости не совпадает с реальной необходимостью экономить. Например, пенсионер 70-летняя Карина из Мюнстера рассказала, что купила пакет кофе с надписью «Новый экономичный формат». Упаковка была даже выше и шире, создавая ощущение, что в пакете больше кофе. На деле вес оставался стандартным, как и ранее 500 грамм. А в пересчете цена на килограмм оказалась даже выше, чем у обычной пачки. Вроде бы все по закону, но ощущение, что меньше за те же деньги, неприятно, говорит Карина. Она отмечает, что после покупки пришла домой и почувствовала неудобство, ведь ее пенсия ограничена и даже небольшие переплаты на продукты становятся ощутимыми. Еще один пример – это 68-летний Гюнтер из Кёльна. Он приобрел банку кукурузы с надписью «Экономичная упаковка». Банка выглядела даже крупной из-за формы и прозрачной крышки, создавая впечатление большего объема, чем стандартный. А на деле содержимое соответствовало заявленным 400 граммов. Гюнтер посчитал, что при цене за килограмм переплата даже составит около 15%. Вроде мелочь, но если покупать продукты каждую неделю, за месяц набегает приличная сумма, говорит он. Сегодня мы с вами видим, что визуальные приемы на полках немецких супермаркетов применяются массово и особенно заметно влияют на пожилых покупателей. Исследования потребительских организаций отмечают, что около 40% старших клиентов делают выбор по размеру упаковки, а не по весу и цене за единицу товара. В результате магазины получают дополнительную прибыль, а пожилые покупатели в Германии несут дополнительные расходы без формального нарушения закона. Фридрих Мерц недавно в интервью, кстати, также прямо сказал, что такие маркетинговые приемы создают иллюзию экономии, но на практике увеличивают расходы семей. Цитата. «Это проблема, которая требует регулирования. Люди должны точно знать, сколько продуктов они покупают и по какой цене», отметил он. Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе поддержала инициативы по обязательной прозрачной маркировке. Она подчеркнула, цитата, «важно, чтобы потребитель видел реальный вес и стоимость товара крупным шрифтом. Это особенно критично для пожилых людей, которые привыкли считать каждую копейку. Таким образом, хочу дать вам совет для немецких пенсионеров. Всегда проверяйте цену за килограмм или литр, а не ориентируйтесь на визуальный объем. Сравнивайте с привычными товарами и запоминайте стандартный вес упаковки. Если супермаркет делает, скажем так, экономичную упаковку, не верьте своим глазам. Фактически объем может быть меньше привычного. Еще одна стратегия для вас – это вести маленький такой дневник расходов. Я нашел пример, как 71-летний Йосиф из Бремена делал заметки, сколько он тратит на продукты каждый месяц. И он заметил, что за год переплатил почти, внимание, 150 евро только за визуализацию больших упаковок. Для него это стало тревожным сигналом. Если большинство пенсионеров не контролируют свои покупки, тогда даже мелкие трюки производителей могут существенно ударить по их бюджету. Таким образом, сегодня ситуация выглядит очевидной. Магазины законно используют такую тактику с упаковкой для изменения восприятия объема товара. Цифровые приложения для сравнения цен помогают, но не всегда учитывают особенности именно визуального оформления упаковки. Мерц и Урсула фон дер Ляйен подчеркивают, что без законодательных изменений ситуация будет повторяться, а пенсионеры продолжат переплачивать, даже не замечая этого. Поэтому, если вы пенсионер или просто планируете свой бюджет, тогда не доверяйте глазам, считайте килограммы, литры, сравнивайте цены и ведите учет расходов. Маленькая проверка перед покупкой может сэкономить сотни евро в год и защитить вас от скрытых переплат. И не забывайте, что у производителей есть целое маркетинговое отдел, которое постоянно разрабатывает новые способы привлечения внимания покупателей и увеличения продаж. На этом пока все. Спасибо за просмотр.